Привет, друзья! Это самое популярное белое дрожжевое тесто на YouTube. По двум причинам. Во-первых, вы только посмотрите на эту булочку, да? Что-то еще можно говорить. Практически в любом рецепте на YouTube, где они говорят, используем дрожжевое тесто или возьмем дрожжевое тесто, вот это будет тесто. Делается оно очень-очень-очень просто. Это вторая причина. Смотрите как. Берем 400 граммов муки и добавляем туда пол чайной ложки соли. Хорошенько все это перемешиваем. Теперь в отдельную посуду наливаем 250 граммов молока. Туда же добавляем 75 граммов масла. И туда же добавляем 50 граммов сахара. Ставим это все на плиту и на маленьком огне потихонечку нагреваем до температуры где-то в районе 35 градусов Цельсия. Температуру проверить проще всего градусником, но если его нет, засуньте туда палец. И молоко должно быть не теплое, не холодное, оно должно быть никакой, в общем, температуры, приблизительно температуры тела. Подогреть это можно еще и в микроволновке, но обязательно следите за тем, чтобы температура не превышала 35 градусов Цельсия, иначе ваши дрожжи просто погибнут. В теплую смесь молока, масла и сахара добавляем 2 чайные ложки сухих быстрых дрожжей и ждем 10-15 минут для того, чтобы дрожжи начали работать. Их можно добавить прямо в муку, но я предпочитаю их добавлять в молоко, таким образом процесс ускоряется и заодно я вижу, что мои дрожжи работают. Переливаем нашу жидкую смесь в муку, все хорошо перемешиваем, немного муки на стол и теперь тесто надо помесить минуты 2-3 буквально. Если вы месите ваше тесто электрическим миксером, ставьте его на медленную скорость и весь процесс займет 15 минут. Вы сами заметите, когда тесто станет красивым и эластичным. Месим тесто руками до однородности минуты 2-3 и сворачиваем в большой-большой колобок. Накрываем его каким-нибудь полотенцем, оставляем на 15 минут. За это время тесто немного расслабится, его потом будет легче месить. Пока наше тесто 15 минут отдыхает, возьмем какую-нибудь посудину, намажем ее изнутри маслом. В идеале мы, конечно, хотим получить очень красивое такое клейковинное окно, вот лучше, чем у меня, конечно. Но так как это тесто очень жирное, и я это делаю вручную, получить такое красивое, очень клейковинное окно будет очень-очень трудно. Поэтому месите его минут 20, и я думаю, хватит. Вы сами заметите, когда тесто станет красивым и эластичным. Теперь заворачиваем тесто на себя, делаем вот такой красивый упругий колобок и кладем его в какую-нибудь посудину часа на 2 на 27 градусов Цельсия, если возможно. Смотрите по обстоятельствам, тесто должно подняться где-то в 2 раза. Вот оно поднимается, опа, и готов. А теперь мой любимый момент. Выбиваем воздух из нашего теста. Вот и все, дорогие мои. Не надо здесь больше ничего знать. Вот вам универсальный рецепт дрожжевого белого теста, который работает всегда, который просто шикарно получается. Можете из него делать и батоны, и булки, и пирожки, и пироги. Можете рулет, можете в него закрутить варенье, там изюм, орехи, мак, там, буквально вот все, что вы хотите. Если у вас какие-то проблемы с белыми булками, не умеете булки делать, вот делайте этот рецепт. Обалденно все получится, я вас уверяю. Я сделаю вот такие маленькие булочки только для демонстрации, чтобы вам показать, как это работает. Маленький профессиональный секрет: обязательно взвешивайте ваше тесто, тогда ваши булочки будут равномерные, они будут красивее выглядеть. Заворачиваем их на себя, кладем их в посуду, где мы их будем выпекать, мажем сверху маслом еще раз, чтобы они не засохли, накрываем чем-нибудь и ставим в сторону на час, для того, чтобы они поднялись еще раз. Эти булочки можно делать вообще не сладкие. Я несколько недель назад делал их с розмарином и чесноком. Фотка висит у меня на инстаграме. Если интересно, заходите посмотреть. Это вот один из моих экспериментов, а вот это подошли наши булочки. Вот и все. Ставим булочки в духовку на 170 градусов Цельсия, минут на 20-25, в зависимости от вашей духовки. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Как всегда, если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на канал, делитесь моими видео с друзьями. Если есть какие-то вопросы, замечания, комментарии, обязательно пишите. Очень рад вас был видеть опять у меня в гостях. На сегодня все. Увидимся скоро. Всем пока.